Первый вопрос от Александра. Новая жизнь, поиск игры, предназначение и другие курсы. Здравствуй, Слава. Здравствуй, Александр. Каковы признаки наличия телесных зажимов в теле? Как их в себе диагностировать и отличать от других реакций тела? Какие способы ликвидации телесных зажимов ты считаешь самыми эффективными? Так, значит, телесный зажим. Телесный зажим. Такая чудесная вещь, как телесный зажим. Что же это такое? Начнем с сути, как всегда, да? Суть это что такое? Суть это общее в частном, да? То есть это то единое, что есть в многообразии. Итак, в чем суть зажима? Суть зажима в отказе пропускать через себя поток жизненной энергии. Когда я говорю жизненная энергия, я не имею в виду что-то эзотерическое. Я имею в виду то, что имел в виду Эйнштейн в своей формуле E равно mc квадрат. То есть энергия – это масса тела, помноженная на скорость света в квадрате. Из чего мы с вами можем сделать вывод? Мы же не можем спорить с великим Эйнштейном, правильно? Не можем. Значит, получается, что Эйнштейн что имел в виду? Что каждый объем, кубический сантиметр нашего тела содержит просто атомное количество энергии. Ну, просто нереальное. То есть человек, по большому счету, это концентрат, это атомная электростанция. Каждый кубический сантиметр его тела – это энергия. Но это не просто энергия, как бы, она не как жидкость налита в тело и все. Да? То есть, во-первых, тут нет такого соотношения, что жидкость налита в тело. Тело и есть энергия. Да? То есть материя – это и есть замедленная энергия. Вот. Но она не сама по себе, да, она не как бы не в застывшем состоянии. Она постоянно движется. И это ток, ток жизненной энергии внутри нас. Мы, мы ощущаем как ощущение в теле. Как тепло тела, как способность воспринимать а, сигналы внешней среды на своем теле, там, кожей, глазами, ушами, ртом, носом. Любое совершенно шевеление и отклик в теле – это некий поток ощущений. Особенно сильные потоки ощущений связаны с эмоциями. То есть, когда идет эмоция, когда идет обида, когда идет страх, то прямо целые системы в теле начинают сжиматься, разжиматься, сокращаться, расширяться, холодеть, костенеть, стекленеть. Такое разнообразие реакций, да? То есть, по сути дела, ну, с точки зрения нашего тела, эмоция – это что такое? Это некий поток энергии, который меняет конфигурацию нашего тела. Например, делает из расслабленного тела напряженное тело. Вот примерно как обстоят дела, да? То есть идеальное состояние тела – это какое? Это состояние полностью ненапряженного тела. Я употребляю слово не напряженный, а не расслабленный, потому что оно немножко как бы четче. Оно четче, чем другие слова. Потому что для того, чтобы расслабить тело, нужно сделать усилие, да? А для того, чтобы быть ненапряженным, не надо изначально напрягаться. То есть я употребляю слово ненапряженное тело, как бы изначально тело, находящееся в гармонии с окружающей средой. Вот когда тело не напряжено, когда оно совершенно спокойно пропускает через себя любую энергию, любую эмоцию, вот тогда человек чувствует себя хорошо. У него очень как бы такое легкое ощущение в теле, свободное. В качестве метафоры, например, в буддизме часто используют пустоту, да, что пространство – это
некая штука без смысла, оно по своей сути пусто. Пусто. Вот и тело должно быть по своей сути пусто. Да? То есть, чтобы вы легко чувствовали любую энергию, раз, например, вы чувствуете, у вас побежала по груди там, не знаю, там обида или страх. Вот чтобы вы мгновенно ощущали, как бы, как ток энергии меняется в зависимости от того, что вы чувствуете. Вы должны иметь правильное фоновое ощущение тела. Фоновое ощущение тела является ощущением пустоты. Да? То есть как будто у вас, ну, вы его как будто не ощущаете. Оно настолько легкое оно, что вы не ощущаете тело вообще. Вы как будто плаваете в пространстве. И когда вам нужно оказать какое-то влияние на окружающее пространство, не знаю, там, взять какой-то предмет со стола, там, вот я флешку взял, да? Это же как происходит? Через напряжение и расслабление мышц. То есть вот только тогда вы чувствуете в этот момент напряжение и расслабление, да, какие-то ощущения из тела дополнительные появляются. Так в целом у вас совершенно ровное такое ощущение, как будто ваше тело пустое, в нем не должно быть вообще ничего. Только ощущение теплоты и самого потока ощущений. Вот жизнь бежит через вас, и вы нигде не сопротивляетесь ей. Вот это идеальное ощущение. Но оно как бы, естественно, у вас отсутствует, и у меня тоже. Это то, к чему надо стремиться, но это то, чего нет у нас ни у кого на практике. Вот. Таким образом, любая эмоция, когда появляется, она на этом абсолютно ровном фоне, да, вот если вибрацию рисовать, она такая как бы, ну, совершенно спокойная. Раз, появляется всплеск, вы эту вибрацию через себя пропускаете, эмоция в вас заходит и выходит, все, ничего больше не происходит, вы снова остаетесь ровными. Вы снова остаетесь ровными. Вот это идеальное состояние тела. Значит, реакции тела должны возникать только в процессе определенных движений. И они должны происходить на фоне абсолютно ровного, теплого, комфортного, приятного, без содержания совершенно пустого тела, единственным содержанием которого является, что оно ощущает, что оно здоровое. Все, больше ничего в нем нет. Появляется и сразу пропадает. Вот это идеально. Если оно появляется и остается, да, зажатое, это что значит? Появляется какая-то тяжесть, скованность. Это значит, что в теле вы начинаете сопротивляться току жизни. Например, у вас появляется какая-то эмоция, страх, обида, ненависть, горе, разочарование, там еще что-то. Ну, что-то неприятное. И вы не хотите это чувствовать. Вы не хотите это чувствовать, да? И тогда вы зажимаете, вы не, ну, как бы вы сжимаете те мышцы, вы как бы хотите сопротивляться, вы встаете в оборонительную позицию. Вы сжимаете те мышцы, которые ответственны за выражение этой самой эмоции. И они застывают. Да, в них эта энергия, которая, она пошла, вот обида поднимается, человек ее сдерживает. Она застывает у него вот тут в желваках. Вот он ходит с ним, вот такой вот с обиженным лицом. Ну, такое вот, как у бульдога, выражение на паспорте фотографии. В паспорте на фотографии. Она не выпущена у него. Да, это твердая мышца становится. Вот. Ну, когда это есть, у меня уже мягкая, на самом деле, я уже от этой штуки, слава богу, освободился. Вот, но я это помню, это ощущение прекрасно. Это ощущение скованности, это ощущение зажатости, да, когда это огромная энергия обиды, она застряла у тебя в теле, ты ее не пропустил через себя, не выпустил. Вот. То есть любой совершенно дискомфорт, особенно хроническая боль, скованность в движении,
все такое. Вот это все признаки того, что у вас есть какие-то зажимы. Кстати, правильно говорить не только о зажимах, но и как бы о разжимах тоже. Да? То есть это же в две стороны работает. Тело отказывается работать с энергией двумя способами. Оно либо зажимает мышцу, и она просто не пропускает через себя поток жизни. А что такое поток жизни? Ну, в поток жизни как бы он же выражен определенными химическими процессами в теле. То есть мы же пульсируем, мы же дышим, да? И как бы с каждым вдохом мы вдыхаем кислород, он через кровь проходит по всем мышцам тела. В зажатую мышцу он не поступает, кровь не поступает, мышца не омывается, не обновляется. Там начинаются хронические всякие процессы. Она из-за недостатка питания начинает там плохо себя чувствовать, начинаются болезни, и пошло-поехало. Вот так, да, это работает. Это один процесс. А второй процесс, тело просто отказывается ее сжимать. Она всегда разжатая. То есть вы не можете управлять этой мышцей, она всегда расслабленная. Либо всегда зажатая, либо всегда расслабленная. Зажатую не разжать, а разжатую не зажать. Да? То есть вы по-любому не можете ими пользоваться. То есть не только зажимы для нас представляют неценность, но и разжимы тоже. Значит, с точки зрения, вот если представить, что тело – это ваша машина, да, в которой вы живете и с помощью которой вы взаимодействуете с окружающим миром. С точки зрения для вас, как для водителя этой машины, что такое зажим или разжим? Это неспособность использовать некий функционал тела. Да? Вот это что такое. Например, у вас зажалась там та же самая, не знаю, там какая-нибудь мышца на лице. Вы не можете выразить какую-то эмоцию. Например, вы не можете выразить сочувствие или радость, или горе, или еще какую-то штуку, или заботу. Ну, то есть многие же люди не могут там искренне обнять другого. У них блок возникает внутри. То есть тело не позволяет это сделать. Войти в это состояние, выразить это собой. Многие люди видят сны, что едет поезд, а им там это самое, они застряли на рельсах, им не уйти, или болото их засасывает, а им не вылезти. Да, то есть они как бы психологически застряли, не могут двигаться. Это, как правило, выражено в теле там негибкостью, слабыми ногами там и так далее. Ну, то есть психическое состояние отражается на соответствующих мышцах тела. Да? Ну, вот это и есть диагностика, да, то есть для вас, как для водителя механизма под названием тело, становятся недоступны какие-то определенные, какие-то определенные телодвижения. Ну, например, если у вас все в порядке с шеей, вы должны уметь положить голову на плечо. Причем не другу, а себе самому. Да? Но большинство людей не могут. Шея зажатая, да, из-за того, что шея зажатая, начинается что? Ограниченность как бы в верчении головой, влево-вправо, вверх-вниз, ограниченность кровотока в мозг, там, ну и как бы куча соответствующих штук. Человек едет в машине, как бы, и он лишний раз не повернет голову направо, да, или налево, а посмотрит в зеркало. А у зеркала есть слепая зона, как мы знаем, да? Зеркало заднего вида. Ну, то есть, как бы каждое зажатие мышц ограничивает нас в чем-то. Мы теряем свою способность взаимодействовать с жизнью по мере того, как мы теряем способность чувствовать свое тело. Это очень важная закономерность. Вот ровно насколько вы овладели своим телом, насколько вы его сумели прочувствовать, ровно настолько вы способны овладеть окружающей жизнью и миром. Если ваше тело зажато, ваша грудная клетка плохо двигается, вы ограничены в дыхании, вы ограничены в гибкости, в подвижности, вам психически будет сложно эти же самые качества транслировать в жизни.
Поэтому говорят: в здоровом теле здоровый дух, да. Если тело нездорово, то сложно, понимаете, как бы, когда ты чисто на уровне физического носителя чувствуешь себя ограниченным, сложно чувствовать себя свободным в голове. Поэтому здоровье тела настолько важно. Поэтому здоровье тела, по сути дела, во многом определяет вашу реализацию в группе. Даже чисто в том смысле, что хронический зажим постоянно оттягивает на себя внимание, вы будете больше заняты собой, своим внутренним состоянием, своей внутренней болью, чем вы будете заняты другими людьми, их переживаниями и так далее. Да, то есть сложно оторваться даже от собственного эго по мере того, как зажимы нас начинают переполнять. Что еще делает зажим? Съедает нашу силу, съедает нашу энергию, ведь зажатую мышцу вот так держать всю жизнь. Ну, вы представляете, сколько это энергии? Вы представляете, сколько как бы поездов можно было толкнуть на той энергии, которую человек всю жизнь, каждую секунду своей жизни он держит мышцу зажатой. Как будто, я не знаю, ведро с водой несет. Ну, короче, тут много чего, да? Значит, какие способы ликвидации телесных зажимов? Я, в принципе, об этом недавно рассказывал. Я не помню, как видео называлось, но, по-моему, оно выложено у нас сейчас на YouTube-канале. Есть одно главное упражнение, которое я для себя открыл. Расскажу вкратце, потому что где-то подробно рассказывал. Упражнение заключается в следующем. Значит, старт упражнения начинается с понимания, что все проблемы от нецелостности. В русском языке все слова, связанные со оздоровлением, они имеют корень целостность, целый, да, исцеление, целитель, целительство, исцеляющий. Все направлено на целостность. И сами ритмы жизненные, я тоже вам уже рассказывал, да. Сутки – это от слова «суть». Если вы 7 раз обозначили свою суть, то она сложилась в первый уровень неделимости, который называется неделя, да, неделя. То есть то, что нельзя поделить. Это новый уровень целостности, которого вы должны достичь. Недели складываются в месяц, месяц кругленький, да, целостный, круглый. Вот сказка о Колобке о чем говорит? Кто знает, да? Раньше небо у древних славян было поделено на чертоги. Были чертоги, связанные с разными зверями. Вот выкатывается колобок, то есть целая луна. Она катится по небу, и каждый зверь откусывает от нее кусочек, да, месяц получается. Вот, колобочек катится, но его там укусил один, укусил второй, но он от них укатился, пока его не проглотила в последнем чертоге чертог лисички, да, лисы. И потом он рождается заново. То есть через эту сказку показывали цикл целостности на уровне месяца не новорожденному, но подрастающему ребенку. 12 месячных циклов складываются в год от слова година, то есть ваш новый уровень годности к чему-то. Вот, то есть везде эта целостность прослеживается как основной фактор. Так вот, в теле точно так же. Ключевым фактором физического здоровья является ощущение тела целостным. Всего тела сразу, от кончика большого пальца ноги до макушки. Одновременно весь объем тела. Весь. Причем ощущать его надо не из головы, как будто тело внутри вас, а изнутри. Как будто тело насажено на вас. Да, вот как на нервную систему насажена, по сути дела, вся остальная. Вот именно так и надо ощущать тело. Вот как это устроено чисто физиологически, как природа это сделала, вот так его и надо ощущать. Все тело одновременно и во всем объеме, целостно.
Вот это главное упражнение, которое нужно делать для того, чтобы стали проходить у вас зажимы. И вообще, чтобы налаживалось здоровье. Как его делать? Надо ложиться перед сном и минуток 15-20 выделять на то, чтобы чувствовать тело целостным. Больше ничего делать не надо. Если вам тяжело почувствовать сразу тело целостным, возьмите, начните склеивать его по кусочкам. Чувствуйте сначала одну ногу полностью, потом там 2 ноги полностью, потом 2 ноги и руку полностью, да. Но самое главное, что когда вы начинаете его склеивать, то есть вы начинаете ощущать его целыми блоками, между ними начинается ток энергии, да. То есть ваше внимание, если вы держите тело целиком, оно начинает распределять энергию по всему объему. Потому что энергия находится за вниманием. Где внимание, там и энергия. Внимание – это как полководец, за которым бегут солдаты в виде энергетических импульсов. То есть если вы внимание раз и распределили, распылили на все тело, то у вас все тело одновременно попадает на одну вибрационную волну. Энергия начинает как бы струиться по всему телу сразу, восстанавливаются все жизненные процессы одновременно, понимаете? То есть тело вдруг чувствует себя не разорванным на отдельные болезненные органы, зажатые хронически годами, а оно снова чувствует себя всем организмом целостным. И самые большие, как бы, ну, волны начинают по нему ходить, понимаете, энергии. А, самые, как бы, даже давно разорванные связи, самые дальние, начинают восстанавливаться. С чем бы это сравнить? Вот смотрите, а, территорию государства нарушает вражеское войско, да? Вот заходит вражеское войско, через границу пересекает в какую-нибудь страну. А, Страна же это тоже тело в каком-то смысле, правильно? Если страна разрознена, один регион, второй регион, третий регион, и в каждом свои хозяева. И царь, который там общий сидит в стране, он не имеет над ними там большой власти. Он не может собрать большое войско. Да? То есть он не может отразить атаку врага. С врагом начинают бороться отдельные группки. И они маленькие, их всегда разбивает большое войско. Правильно? Правильно. То же самое в теле. Если приходит какая-то боль, болезнь, и с ней начинает сражаться отдельный орган, то он никогда не победит. Ну или очень долго будет побеждать. Если вы чувствуете тело целиком, то у вас в распоряжении вся ваша энергия. То есть вы можете как войско собрать со всего тела, да, и направить на тот орган, который нуждается. И тогда все процессы у вас восстанавливаются, все происходит намного быстрее. Тело само себя лечит. Более того, если вы научаетесь чувствовать тело целиком, то вы научаетесь попадать в состояние безмыслия. А это вообще огонь, да? То есть вы научаетесь как бы, ну, ум же жрет энергию все время, да? Если вы научаетесь попадать в состояние безмыслия, а для этого достаточно 3 точки в теле ощущать одновременно. Все уже как бы у ума нет ресурса думать больше. 3 точки вы держите любые в теле одновременно, а если вы как бы хорошо их чувствуете, ум ваш не сможет думать. Все, вы чисто в теле, вы в моменте, вы в потоке, вы слились со Вселенной. Вся Вселенная существует в моменте, и вы в эту секунду в моменте, да? То есть вы полностью в этот момент включаетесь вообще в глобальные потоки всей Вселенной. Это очень исцеляющее состояние и для души, и для тела. Ну, то есть во всех смыслах полезно. Реально, во всех смыслах полезно. Это называется стяжать дух Господень. Вот это состояние. Да, то есть
Что такое стяжать Дух Господень? Пропускать через себя Дух Господа, да? Дух целостности. Для этого что надо сделать? Попасть в целостность. А что нас вынимает из целостности? Мысли наши. Мы сидим, гоняем их, да? И в этот момент мы отключены от всех остальных. Так вот, если вы начинаете ощущать тело целиком, а телом-то владеет кто? Инстинкт, да? Природа, Вселенная, Бог, то вы сливаетесь с целостностью, вы стяжаете Дух Господень. Самое крутое состояние, в общем-то, для того, чтобы в нем находиться, и очень исцеляющее. В том числе, как бы, ваша энергия начинает сама пробивать зажимы. Я когда поймал эту штуку, а вот я, по сути дела, ее 7 лет ловил, да, вот до меня очень долго допирало, в чем проблема. Потому что я с зажимами, я достиг уже нереального состояния управления своими какими-то отдельными частями тела. Я могу руку нагреть, остудить, могу там, я не знаю, расслабить любой орган, могу напрячь, могу почувствовать биение сердца в любом органе, в любой мышце. И все равно я чувствовал, что как бы какая-то хрень, как бы. Ты убрал внимание, он опять зажимается. Ну, просто бред какой-то. И я ходил, бродил, как акула, кругами вокруг этой темы с зажимами. Что делать, что делать? Ведь я же понимаю, что ну, не надо никаких сложных методик. Человек так не устроен, чтобы быть здоровым, нужны были какие-то приспособления. Он может быть здоровым сам по себе. То есть я понимал, что ключ-то какой-то простой, но он мне все не открывался, не открывался, не открывался. Вот сейчас он открылся. Все, что надо, просто ощущать тело целиком. Больше ничего не надо. Более того, вы можете даже не направлять никуда это внимание, просто ощущайте тело целиком. Оно само пойдет по вашему телу и будет ваши зажимы расплетать. Само. Вот я, например, там, когда стал это делать, я ожидал, что первое, за что возьмется, ну, первое, что будет у меня происходить, это как бы, ну, какие-то вещи там, ну, например, с лицом, да? Нифига подобного, нифига подобного. Я лежу, ощущаю тело целиком, наблюдаю просто, что происходит. А по мере того, как вы ощущаете тело целиком, вы прям чувствуете, у вас энергия поднимается, да, тело откликается, оно как бы очень благодарно за то, что вы ему даете вот эти минуты, и этот шанс оздоровления. И потом эта энергия, когда она накапливается спустя минут 10, она сама начинает гулять по телу и расплетать зажимы. Я вот думал, куда она пойдет. Ну, я ожидал этот эффект, естественно, потому что я уже понял, как это работает. Она пошла в дыхание, понимаете? И, блин, до чего это системно, да? То есть главная энергетическая система наполнения энергии тела человека – это дыхание. Так вот, она сама пошла в первую очередь заниматься системой дыхания. То есть разбираться с зажимами в груди. Освобождать мне способность дышать, да? То есть тело само мне показало, какая система у меня в наибольшей степени нуждается в первую очередь в проработке. И само пошло ее прорабатывать, как только я дал ему возможность. А дальше оно уже выбирает в зависимости от вашего состояния. Само, то есть даже ничего делать не надо. Просто дайте ему шанс. Просто не мешайте телу, даже не дайте шанс. Просто не мешайте телу быть здоровым. Оно само все сделает. Человек так устроен. У него когда он встроен в жизнь, когда он от нее не убегает, не зажимается, все само работает. Реально все само работает. Просто не надо телу мешать. Знал бы это раньше, прожил бы всю жизнь здоровым. Вот делюсь с вами. Так, ого, что-то я это растекся мыслью по древу, да? Ну ладно, но это был важный момент, друзья.